Около трети всей суши Земли занимают горы. На высоте в несколько тысяч метров воздух становится заметно разреженнее. Кислорода здесь меньше, поэтому даже обычная ходьба быстро утомляет. Днем может быть жарко, ночью температура нередко опускается почти до нуля. А перевозить тяжелые грузы по узким горным тропам трудно даже сегодня, несмотря на современную технику. И все же именно в таких местах люди строили огромные города и храмы. Все эти сооружения существуют на самом деле. Их изучают археологи, а многие из них входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На плато Альтиплано в Боливии, недалеко от озера Титикака, на высоте 3850 метров находится древний комплекс Тиауанака. Рядом с ним расположена площадка под названием Пумапунку. Именно она уже много лет вызывает самые жаркие споры среди археологов и инженеров. На такой высоте деревья почти не растут. Это значит, что строители не могли в больших количествах использовать бревна или другие приспособления, которые помогали перевозить тяжелые камни в Египте, Месопотамии и других древних странах. Но несмотря на это, блоки Пумапунку весят от 20 до 130 тонн. Их вырезали из двух видов камня. Красный песчаник доставляли примерно за 10 километров. Более твердый андезит привозили почти за 90 километров. И все это по горной местности. После современных измерений выяснилось, что многие поверхности здесь почти идеально ровные, а прямые углы выполнены с очень высокой точностью. В некоторых блоках есть отверстия одинаковой глубины и диаметра. Добиться такой точности только ручными каменными инструментами было бы крайне сложно. На многих блоках сохранились специальные углубления, в которые заливали расплавленный металл. После застывания он превращался в прочные скобы, соединявшие соседние камни. Анализ этих скоб показал неожиданную деталь: в сплаве содержится никель. Но в Боливии нет природных месторождений этого металла. Ближайшие известные источники находятся за сотни километров. Пумапунку построили задолго до появления империи инков. Когда в XV веке они пришли сюда, древний комплекс уже много веков лежал в руинах. Инки не знали, кто его создал, поэтому считали это место священным. По их преданию, именно здесь бог Виракача сотворил первых людей. И это особенно интересно, если вспомнить, кем были сами инки. Их государство протянулось более чем на 4000 километров. Они прокладывали дороги через высокие перевалы, строили мосты над глубокими ущельями и возводили города там, где строительство казалось невозможным. Но даже они не смогли объяснить происхождение Пумапунку и пришли к выводу, что такой комплекс могли создать только боги. Теперь перенесемся в Перу, в город Куско, расположенный на высоте около 3700 метров. На крутом склоне холма возвышается комплекс, который поразил даже испанских конкистадоров. Перед ними тянулись 3 огромные зигзагообразные стены длиной почти 400 метров. Нижний ряд был сложен из каменных блоков весом до 200 тонн. Это крепость Саксайоаман. Ее начали строить в середине XV века при правителе Пачакути. По разным оценкам, работы продолжались от 60 до 80 лет, а одновременно здесь трудились более 20 тысяч человек. Камень доставляли из нескольких карьеров. Самый дальний находился примерно в 20 километрах. Все это происходило без колесного транспорта, железных инструментов и крупных тягловых животных. По расчетам современных инженеров, самые тяжелые блоки тысячи людей тянули на деревянных платформах с помощью прочных канатов из растительных волокон. Но больше всего впечатляют не размеры камней, а точность работы. Каждый блок имеет свою форму, и одинаковых здесь почти нет. При строительстве не использовали ни известковый раствор, ни другие связующие материалы. Стены держатся только за счет собственного веса камней и их идеальной подгонки. Именно поэтому Саксайоаман считается одним из самых сейсмоустойчивых древних сооружений. Куско расположен в зоне сильной сейсмической активности. За последние столетия здесь не раз происходили разрушительные землетрясения. Испанские соборы и дворцы получали серьезные повреждения, а стены Саксайоамана продолжали стоять. Причина оказалась довольно простой. Во время землетрясения огромные блоки слегка смещаются относительно друг друга, поглощая часть энергии, а затем под собственным весом возвращаются на место.
Благодаря этому стены не трескаются и выдерживают даже очень сильные подземные толчки. Испанцы не оценили инженерный замысел этих стен. Почти сразу после завоевания они начали разбирать Саксайуаман на строительный камень. Из этих блоков возвели кафедральный собор на главной площади Куско и многие здания колониального города. Сегодня от огромной крепости сохранилась лишь пятая часть. Уцелели только нижние ярусы, потому что их каменные блоки оказались слишком тяжелыми. Даже испанцы с их техникой не смогли сдвинуть их с места. Под Саксайуаманом проходит сеть подземных тоннелей. Один из них открыт для посетителей, но вход в главный тоннель давно закрыт. По местным преданиям, он ведет к храму Кариканча в центре Куско. Это почти 2 километра под землей. Проверить эту историю пока невозможно. На поверхности некоторых блоков сохранились следы обработки. По мнению части геологов и инженеров, они плохо совпадают со следами, которые обычно оставляют каменные или бронзовые инструменты. Некоторые участки больше напоминают работу инструмента с очень твердой режущей поверхностью. Теперь перенесемся через Тихий океан в Юго-Восточную Азию. На севере Лаоса, в провинции Сиангхуанг, находится высокогорное плато, окруженное зелеными холмами и известняковыми скалами. По всей его территории стоят огромные каменные сосуды. Одни достигают 3 метров в высоту и весят до 14 тонн. Всего здесь найдено более 2100 кувшинов. Они разбросаны по 90 отдельным площадкам. Это место известно как равнина кувшинов. Этот комплекс остается одним из самых малоизученных археологических памятников в мире. Во время войны во Вьетнаме Лаос подвергся массированным бомбардировкам, хотя официально не участвовал в конфликте. Через территорию страны проходили важные пути снабжения, и авиация Соединенных Штатов наносила по ним удары почти 9 лет. В результате Лаос стал самой бомбардируемой страной в мире в расчете на одного жителя. По разным оценкам, около трети боеприпасов не взорвались и до сих пор остаются в земле. Особенно сильно пострадала именно провинция Сиангхуанг. Многие площадки с древними кувшинами все еще находятся в опасной зоне, поэтому археологи не могут проводить там полноценные раскопки. Но даже того, что удалось изучить, оказалось достаточно, чтобы возникло множество вопросов. По современным данным, кувшины создавали на протяжении более 1000 лет. Эта культура существовала примерно с XII века до нашей эры, до V века нашей эры, а затем бесследно исчезла. Она не оставила письменности, не построила рядом крупных поселений и не сохранила никаких следов своей повседневной жизни. Возле кувшинов не нашли ни домов, ни мастерских, ни хозяйственных построек. Похоже, люди приходили сюда только для проведения особых обрядов, а затем уходили обратно. Сегодня большинство археологов считают, что равнина кувшинов была связана с древними погребальными обрядами. Внутри сосудов и рядом с ними нашли человеческие останки, керамику, бронзовые изделия и стеклянные бусы. Некоторые из этих бус были изготовлены за 1000 километров отсюда, в Месопотамии и на юге Индии. Это значит, что высокогорное плато в самом центре Юго-Восточной Азии уже тогда было связано с очень далекими торговыми путями. Не меньше вопросов вызывает и строительство самих кувшинов. Их высекали из 5 разных видов камня. Ближайший известный карьер находится примерно в 8 километрах. Однако археологи так и не нашли следов дорог, волоков или других признаков того, как многотонные заготовки доставляли через пересеченную горную местность. Из более чем 2000 найденных кувшинов только один украшен изображением человека. На его поверхности высечена небольшая скорчившаяся фигура. Все остальные сосуды полностью лишены каких-либо рисунков или надписей. Из-за этого исследователям ни на что опереться при попытке понять, кто создал этот комплекс и зачем он был построен. С горного плато Лаоса перенесемся на остров Шри-Ланка, в его центральную часть. Посреди ровной тропической равнины здесь возвышается огромная скала высотой 180 метров с почти отвесными стенами. Это необычная гора. Перед нами ядро древнего вулкана. Когда-то его окружали более мягкие породы, но за миллионы лет ветер и дожди разрушили их, оставив только этот каменный массив. Скалу видно за многие километры. На десятки километров вокруг нет ничего похожего по высоте. В конце V века нашей эры на самой вершине появился настоящий дворцовый комплекс.
Его построил правитель Кашьяпа I, который правил с 477 по 495 год. Согласно древним хроникам, он пришел к власти после убийства собственного отца. Законный наследник престола успел бежать в Южную Индию, где начал собирать войско, чтобы вернуть себе трон. Понимая, что столкновение неизбежно, Кашьяпа перенес свою столицу на вершину скалы. С военной точки зрения это было почти идеальное место. Подняться наверх можно было только по одному пути. Узкая тропа легко контролировалась небольшим отрядом, а численное превосходство нападавших практически теряло значение. На площадке площадью чуть больше 1,5 гектаров появился полноценный дворец. Здесь находились жилые помещения, парадные залы, сады и бассейны. Особое внимание уделили воде. В толще скалы вырубили большие резервуары для дождевой воды, а затем соединили их с системой каналов и каменных желобов. По ним вода поступала ко всем постройкам на вершине. Некоторые элементы этой системы работают до сих пор, спустя почти 1500 лет. У подножия скалы разбили сады, которые считаются одними из самых древних образцов ландшафтной архитектуры в мире. Здесь были прямоугольные водоемы, фонтаны, работавшие без насосов только за счет естественного давления воды, и тщательно спланированные аллеи. На полпути к вершине под естественным каменным навесом сохранились знаменитые фрески. Когда-то их было около 500, но до наших дней дошли лишь 18. На них изображены женщины в богатых украшениях. Общая площадь росписей достигала почти 150 метров в длину и около 15 метров в высоту, что делает их одной из крупнейших монументальных росписей своего времени. Кого именно изобразили художники, неизвестно до сих пор. Одни исследователи считают, что это придворные дамы, другие говорят о небесных существах, третьи связывают изображения с религиозными обрядами. Чуть ниже находится еще один необычный памятник. Это так называемая зеркальная стена. На ее гладкой поверхности сохранилось около 700 надписей, оставленных между VI и X веками. Их авторы приходили сюда уже после смерти Кашьяпы, когда дворец превратился в буддийский монастырь. Они описывали увиденные фрески, делились своими чувствами и даже обращались к изображенным женщинам так, словно разговаривали с живыми людьми. По сути, перед нами один из самых древних известных сборников отзывов посетителей. После гибели Кашьяпы дворец потерял свое значение. Комплекс превратился в буддийский монастырь и просуществовал таким до XIV века. Затем люди покинули это место, а тропический лес постепенно скрыл его от глаз. Европейцы вновь обнаружили скалу только в 1831 году. До вершины исследователи добрались лишь спустя 2 десятилетия. Теперь перенесемся в Восточную Африку. На севере Эфиопии, на высоте около 2500 метров, находится один из самых необычных архитектурных комплексов на планете. Здесь не строили здания из отдельных каменных блоков. Их вырезали целиком прямо в массиве красно-коричневой вулканической породы. Так появились 11 церквей, каждая из которых представляет собой единое целое со скалой, из которой она была высечена. Все 11 церквей действительно вырублены из цельной скалы. Их не строили из отдельных блоков. Здесь нет каменной кладки, соединенных стен или уложенной кровли. Работа начиналась с того, что вокруг будущего здания в скале прорубали глубокий ров, местами до 12 метров. Постепенно массив породы отделяли от окружающей скалы, превращая его в огромный каменный монолит. После этого мастера начинали вырезать само здание. Они убирали камень изнутри, шаг за шагом создавая стены, окна, дверные проемы, колонны, арки и сводчатые потолки. В результате все сооружение, включая каждый внутренний элемент, оставалось частью одного цельного массива. Такой способ строительства почти не оставлял права на ошибку. Если при обычной кладке поврежденный блок можно заменить, то здесь любой неверный удар навсегда менял форму здания. Исправить его было уже невозможно. Поэтому весь проект приходилось продумывать заранее. Самая известная из этих церквей имеет форму греческого креста. Она уходит примерно на 12 метров ниже уровня земли и полностью высечена из одного каменного массива. По местной традиции весь комплекс был создан при правителе Лалибеле на рубеже XII и XIII веков.
Согласно преданию, строительство заняло всего 24 года. Именно эта цифра вызывает больше всего вопросов у современных исследователей. Чтобы создать 11 церквей, соединенные переходами и окруженные глубокими рвами, строителям пришлось удалить десятки тысяч кубических метров твердой вулканической породы. Но рядом с комплексом нет следов таких объемов камня. Археологи до сих пор не знают, куда делись все эти породы и каким способом их вывозили. У местных жителей есть свое объяснение. По преданию, днем работали люди, а ночью строительство продолжали ангелы. Поэтому работа двигалась вдвое быстрее. У археологов есть другая версия. Некоторые специалисты, в том числе исследователи африканской истории из Кембриджского университета, предполагают, что часть комплекса может быть значительно старше. По этой гипотезе некоторые сооружения появились еще в VI или VIII веках. Позже их перестроили, осветили и превратили в христианские храмы. Сегодня все 11 церквей продолжают действовать. Здесь ежедневно проходят богослужения, а паломники приезжают со всей Эфиопии. Это не археологический памятник, который сохраняют как музей. Это живой религиозный комплекс, где традиция не прерывается уже как минимум 800 лет, а, возможно, и значительно дольше. Северное Перу, регион Амазонас, высота около 3000 метров. Здесь склоны Анд покрывает облачный лес. Почти круглый год его окутывает густой туман, а влажность держится на уровне, близком к 100%. Видимость редко превышает несколько десятков метров. Стволы деревьев покрыты мхом, ветви переплетены лианами, а после каждого дождя узкие тропы почти исчезают под потоками воды. Именно в этом лесу почти до середины XIX века скрывался один из крупнейших древних городов Южной Америки. В 1843 году на него случайно наткнулся перуанский судья Хуан Кристобаль Маньета во время объезда своего округа. Этот город называется Кулап. Его построил народ, который испанцы позже назвали «воинами облаков». Их поселения располагались высоко в горах, среди постоянных туманов. Эта цивилизация существовала примерно с VI по XV век нашей эры, пока не вошла в состав государства инков. Каменные стены высотой до 20 метров окружают территорию площадью более 65 тысяч квадратных метров. За ними находятся около 450 круглых построек, сложенных из камня. Город появился примерно на 700 лет раньше Мачу-Пикчу. Особый интерес вызывает устройство входов. В главную стену ведут 3 прохода, которые постепенно сужаются. В самом узком месте через них может пройти только 1 человек. Такое решение почти лишало нападавших численного преимущества. Даже небольшой отряд защитников мог удерживать вход очень долго. При этом археологи не нашли здесь следов крупных сражений. Судя по всему, укрепления, рассчитанные на серьезную оборону, почти не использовались. Есть в Кулапе и еще одна загадка. В центре комплекса находится глубокая полость в форме перевернутого конуса. Ее диаметр около 5 метров, а глубина достигает 5,5. Исследователи называют ее чернильницей. Одни считают ее частью религиозных обрядов, другие предполагают, что она использовалась для хранения запасов или астрономических наблюдений. Пока ни одна из этих версий не получила убедительных подтверждений. До 2017 года попасть в Кулап можно было только пешком. Подъем через облачный лес занимал 1,5 дня. Лишь после строительства канатной дороги длиной около 4 километров путь стал значительно проще. Возможно, именно поэтому один из крупнейших археологических памятников Южной Америки до сих пор остается намного менее известным, чем Мачу-Пикчу. Теперь перенесемся к границе Камбоджи и Таиланда. Здесь тянется горный хребет Дангрек, который отделяет тайскую равнину от камбоджийской низменности. На самом краю этого хребта, над обрывом высотой почти 500 метров, расположен храмовый комплекс Приах-Вихиар. Его строили около 200 лет, с 9 по 11 век. Храм посвящен богу Шиве. Над ним работали несколько поколений правителей Кхмерской империи. Путь к главному святилищу проходит через 5 ворот, соединенных каменными дорогами, лестницами и террасами. Постепенно посетитель поднимается все выше, пока не оказывается у самого края обрыва. Для строительства использовали серый и желтый песчаник, который добывали неподалеку.
Но даже при небольшой удаленности карьеров все многотонные блоки приходилось поднимать высоко в горы. После этого их покрывали тончайшей резьбой. На некоторых участках проработка настолько точная, что больше напоминает работу ювелира, чем каменотеса. Особенно хорошо сохранились рельефы конца X века с изображениями растений, мифологических существ и сцен из индуистской традиции. Место для строительства выбрали не случайно. Для кхмеров горные вершины считались местом, где мир людей соприкасается с миром богов. Поэтому высота была не препятствием, а частью замысла. Чем труднее был путь к храму, тем большее значение имело само паломничество. В XX веке древний храм оказался в центре территориального спора между Камбоджей и Таиландом. Международный суд рассматривал этот вопрос дважды – в 1962 и 2013 годах. В обоих случаях храм был признан территорией Камбоджи. Несмотря на это, обстановка в районе остается напряженной, и время от времени доступ к комплексу ограничивают по соображениям безопасности. Есть еще один памятник, который редко упоминают среди крупнейших археологических комплексов. Это Нан-Мадол на острове Понпеи в Федеративных Штатах Микронезии. В мелководной лагуне здесь расположены 92 искусственных острова, соединенные каналами. Они сложены из природных базальтовых колонн весом до 50 тонн. Камень доставляли с противоположной стороны острова за десятки километров. Нан-Мадол строился примерно с XIII по XVII век и был политическим и религиозным центром местной династии. Здесь жили только правители и жрецы. Простым людям вход был запрещен. На Понпеи не было ни колеса, ни металлических инструментов. И все же сотни тысяч тонн камня были перевезены и уложены в сооружения, которые стоят до сих пор. По местной легенде, каменные колонны переносили по воздуху два брата, владевшие магией. В 2016 году Нан-Мадол включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Одновременно комплекс признали объектом, находящимся под угрозой из-за воздействия океана и тропической растительности. Все эти сооружения разделяют тысячи километров, разные эпохи и разные культуры. Но их объединяет одна особенность – люди снова и снова выбирали самые трудные места для строительства. Они поднимали многотонные камни в горы, высекали храмы прямо в скалах и возводили города там, где это казалось почти невозможным. Сегодня археологи могут определить возраст этих памятников, установить происхождение камня и восстановить многие этапы строительства. Но некоторые вопросы до сих пор остаются без окончательного ответа. Именно поэтому такие места продолжают изучать и сегодня. А как считаете вы, почему древние строители снова и снова выбирали самые труднодоступные места? Это было связано с религией, обороной, или существовала причина, о которой мы пока не знаем? И какой из этих памятников удивил вас больше всего? Напишите свое мнение в комментариях.